Добрый день, мы из Украины. И вот вторая часть видео за сегодняшние сутки, за прошедшие сутки, а на календаре у нас 22 декабря, и киевское время уже 18 часов 40 минут. И мы продолжаем. Здесь вторая часть, которая будет состоять из военно-политической обстановки и комментариев, пожеланий и приветствий, которые вы прислали. Ну, я не сделал одно объявление, хотя обещал два в первой части в самом начале. Так вот, второе объявление будет состоять в том, что теперь в моих видео появились субтитры. И по вашим многочисленным просьбам включаются субтитры. Правда, они включаются не сразу после публикации, а через несколько часов, потому что YouTube очень долго распознает текст. Но тем не менее, они, так как канал интернациональный, сейчас будут в доступе субтитры на английском, немецком языках. Если вы пожелаете, напишите в комментариях, я подключу все те языки, которые будут доступны по техническому состоянию самого YouTube. Так что слушайте на своем, точнее читайте на своем родном языке, если вам так удобно, кто англоязычный, кто немецкоязычный. Надо будет включим французов, Францию, Италию и так далее, итальянские языки. Вот. Так что вот это вот второе объявление. Итак, мы начинаем военно-политическую обстановку за прошедшие сутки на 22 декабря текущего года. И начать хочется опять же с такой вот фашистские методы Российской Федерации. Понимаете, вот это принципы издевательства над людьми, унижения людей. До чего додумались российские командиры. Они берут группу наших военнопленных и формируют колонну, что они якобы везут их на обмен. Эта колонна едет к линии где-то там, либо на оккупированных территориях, либо вообще в российской территории, потому что часть наших пленных вывезена в Россию по непонятным причинам. Это все снимается на камеру, а потом они доезжают до какого-то места, останавливаются, выходят эти военачальники и на камеру говорят, что Украина отказалась от обмена пленными. Колонна демонстративно разворачивается и уезжает обратно. И это транслируется по всем возможным средствам массовой информации, что вот Украина такие нехорошие, отказывается от обмена военнопленными. Это фальш-обмены, так называемые. Но это же, представьте, какое моральное унижение и психологическая нагрузка на этих ребят, которые сидят в этом автобусе или в этой машине в ожидании, что их вот-вот обменяют. Даже вот такие изощренные методы издевательства использует Российская Федерация. Ну что ж, сегодня военно-политическая обстановка будет посвящена главному событию. Вы знаете, что идет визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Визит сопровождается довольно позитивными сигналами со стороны Соединенных Штатов. Но по итогам он еще не закончен, но тем не менее можно выделить два основных момента. Первый момент, на мой взгляд, самое главное, это то, что Джо Байден сказал, что Америка будет платить столько, сколько надо для обеспечения вооруженных сил, и для обеспечения и поддержки Украины в этой войне. Украины. То есть не только армии. Они готовы поддерживать нашу экономику, нашу финансовую систему, вообще страну. И Америка будет с Украиной столько, сколько надо. То есть они остаются с нами, нашими партнерами и основной нашей поддерживающей силой. Вот это два основных момента, которые можно выделить в ходе этого визита. Конгресс был полон, обе палаты собрались, ни одного пустого места в Конгрессе не было. Даже Нэнси Пелоси, она сейчас возглавляет большинство в Конгрессе Соединенных Штатов, обнялась с Владимиром Зеленским и сказала, что мы вас обожаем. Но результатом вот этого обожания стала передача нам вооружений. И, кстати, очень интересный момент, который я далее скажу по поводу дальнейших поставок оружия.
Так вот, начнем мы, наверное, с того, что Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, объявил о предоставлении нам очередного пакета военной помощи, который состоит из двух составляющих. То есть от Пентагона мы получаем на 1 миллиард. Это батарея Patriot и боеприпасы к ней. Это боеприпасы для систем HIMARS. Это 500 артиллерийских снарядов 155 миллиметровых высокоточных. Это типа Excalibur снаряды, то есть один снаряд, одна цель. 30 разнокалиберных минометных систем. И тут написано 10 тысяч к ним. Каждому из этих 30 там 3 категории минометов: 60, 80 и 120 миллиметров. Ко всем из них по 10 тысяч мин. К этим 10 минометам. На каждые 10 минометов 10 тысяч мин. 37 Кагуаров МРАП, это бронированные машины. 120 автомобилей Хамвей. Сюда входит 2700 гранатометов и образцов стрелкового оружия. Противорадиолокационные ракеты ХАМ и Джадм. Это для борьбы с радиолокационными станциями и системами ПВО противника. Противопехотные мины, приборы ночного видения, тактические защитные системы связи и бронежилеты, то есть военная амуниция. Вот это на $1 миллиард передает Украине Пентагон. На 850 миллионов долларов в рамках программы USAI, то есть от Министерства обороны США. У них, как в нормальной цивилизованной стране, Министерство обороны это гражданская организация, которая занимается обеспечением армии. А Пентагон это военная организация, как у нас Генеральный штаб. То же самое. Мы делаем по образу и подобию. Кстати, тоже реформируем свои вооруженные министерства, наше Министерство обороны и вооруженные силы. Так вот, от Министерства обороны еще 850. Итого почти на 2 миллиарда, то есть 1 миллиард 850 миллионов военно-технической помощи. Так вот, Министерство обороны Соединенных Штатов, обратите внимание, здесь уже идут... Ведь Министерство обороны, как я только что сказал, оно занимается обеспечением жизнедеятельности вооруженных сил страны. Так вот, Министерство обороны дает нам 45 тысяч 152 миллиметровых артиллерийских снарядов, 20 тысяч 122 миллиметровых артиллерийских снарядов, 50 тысяч 122 миллиметровых снарядов к реактивным системам ГРАД БМ-21, 100 тысяч 125 миллиметровых танковых боеприпасов. Это Т-64, Т-62, у них пушка 125 миллиметров. Высокоточные системы САТКОМ и услуги, и финансирование обучения и технического обслуживания. Вот, то есть все вопросы обеспечения поделили между Пентагоном и Министерством. Вот такую помощь мы получили. Таким образом, общая военная помощь Соединенных Штатов для Украины достигает 21 миллиард 900 миллионов долларов с начала работы вот этой нынешней администрации в Белом доме. То есть Джо Байдена и его команды. Ну и в связи с тем, что война перешла в новую фазу, как очертил эту причину визита Джо Байдена, он захотел лично переговорить с Зеленским, поэтому пригласил его в Вашингтон, именно потому что война переходит в новую фазу. Я так понимаю, что это уже у нас третья фаза, это контрнаступательная, потому что вторая фаза, оборонительная операция, она фактически сегодня должна быть завершена на востоке Украины. Вот в ближайшее время мы должны увидеть результат этой фазы, то есть окончания оборонительной операции. То есть мы должны добить российские войска, которые атакуют наши позиции вот в этих самых тяжелых местах. Бахмут, Авдеевка, вот на этой огненной дуге, о которой я вам рассказывал. Дальше начинается фаза, когда российская армия полностью в обороне, и вооруженные силы Украины начинают контрнаступательные действия и контрнаступательные операции. Вот это новая фаза, о которой сегодня идет речь.
Так вот, теперь с наступлением зимы, когда война входит в новую фазу, это Джон Кибри, так, цитата. Президент Байден готов выслушать представление президента Зеленского о справедливом мире и о том, как он выглядит, какие его компоненты и как мы можем помочь Украине добиться этого. То есть они готовы выслушать наш вариант окончания войны и обсудить, как они могут нам помочь, чтобы мы этого варианта добились. Ну, вы знаете, президент Зеленский объявлял неоднократно, это выход на границы 1991 года, то есть полная территориальная целостность Украины, ну, конечно, включая Крым, он в 1991 году был наш, и никуда до 2014 года, выплата репараций, выдача военных преступников для предания их суду военного трибунала или международного уголовного трибунала, который, кстати, сегодня полным ходом создается, и уже там страны присоединяются к этому трибуналу для того, чтобы в нем поучаствовать, и помогает нам документировать все военные преступления. И гарантии вступления Украины в НАТО для коллективной безопасности и гарантии неповтора этой войны со стороны стран гарантов. То есть вот такие вот, это основные, там детализацию я уже, обмен пленными всех на всех, это обязательно, возвращение наших граждан, которые принудительно, и детей особенно, которых принудительно вывезли на территорию Российской Федерации, вот, ну и другие, там 10 пунктов предложено были президентом Зеленским. Причем обратите внимание, что как ставит вопрос Белый дом, они готовы выслушать и готовы рассматривать варианты, как нам помочь достичь того, что мы хотим. То есть они не навязывают нам свою позицию, а они готовы выслушать и готовы сказать, чем они могут помочь, чтобы мы этого достигли. Следующая новость из военно-политического сектора – это Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Беларуси. Вот такое решение приняли греки. Это связано с опасением относительно возможного принятия участия Республики Беларусь в войне России против Украины. Вот такая реакция, наконец-то греки осознали. Кстати, Греция, она довольно была пророссийской страной. Там вот эта партия, которая пришла, Семиз, по-моему, она называется, к власти, тоже они пытались там налаживать какие-то связи, и Путин им предлагал там какую-то помощь. Но, как оказалось, финансовую помощь, что больше всего интересовало греков, им смог предоставить все-таки Европейский Союз, а не Российская Федерация. Поэтому греки остались верными европейским принципам. А сейчас, видите, вспомнили, что еще надо бы закрыть небо от белорусских самолетов. И вообще, так понимаю, что белорусские и российские авиакомпании, они теперь только летают между собой. Ну, может, в Казахстан, там страны Азии, бывшие советские республики, да, они еще летают. А Кавказ тоже они, может быть, летают. Там Сирия, Турция, да. Хотя, а больше вряд ли куда их пускают. Везде же небо закрыто. И рейсы, международные рейсы в Россию, насколько я знаю, выполняют европейские или зарубежные авиакомпании. Но Аэрофлот не летает в Европу, насколько известно. И вот структурирование, то, что я вам говорил в самом начале, что произошло структурирование поставок вооружений, наконец-то мы до этого дождались, и в следующем году Украина будет получать вооружение ежемесячно. Уже есть соответствующие договоренности. Об этом сообщил наш министр обороны Алексей Резников во время телемарафона. Мы обсуждали с вами, я вам говорил о том, что военно-промышленный комплекс США запускался все лето и осень, они раскручивали. Кстати, сегодня наблюдается довольно активное движение воинских эшелонов по территории Соединенных Штатов, в частности в штате Техас, а у них там очень большие запасы, и они перемещают технику вооружения. Правда, куда и зачем, непонятно, но сам факт, что есть движение техники, в частности по железной дороге. Заводы уже сегодня выпускают. Даже Европа спохватилась, и месяц назад в Европе было принято решение создать оборонзаказ в каждой стране и запустить военно-промышленный комплекс для того, чтобы восстановить
те образцы вооружения, которые были переданы в качестве помощи Украине. Вот такая вот такой вот движуха или движ начался в европейских странах и идет в Соединенных Штатах. Поэтому на следующий год уже, я так понимаю, разработан план, который наполнен цифрами в плане поставок, и эти поставки будут осуществляться ежемесячно. На месяц будет, соответственно, выделяться какой-то объем поставок, который надо будет выдерживать. И эти страны-партнеры будут нам это вооружение поставлять. То есть с 1 января мы начинаем получать ежемесячно определенную порцию или определенный объем техники и вооружения, военно-технической помощи от наших стран-партнеров. Также министр обороны Резников отметил, что Украина будет получать оружие, а вот страны-партнеры Соединенные Штаты, Германия, Франция, Словакия, Чехия, Румыния и другие страны-партнеры. Я так понимаю, перечислены основные. А теперь немножко по институту изучения войны, который говорит, что аналитики этого американского института изучения войны говорят о том, что власти и президент России Путин вряд ли готовы применить ядерное оружие, но основной своей риторикой намерены успокоить внутреннюю аудиторию и шантажировать Запад. То есть ничего не поменялось, ничего нового они не сказали. Мы прекрасно понимаем, что Путин своим будет говорить: да, мы жахнем весь мир в труху, в радиоактивный пепел, а для Запада будет грозить ядерной дубиной. Но пока что вероятность того, что только грозить. Судя по тому, что Путин пытается найти контакты, особенно этот визит Медведева в Китай, это ж почему произошло? Потому что Медведев повез послание. Не знаю, почему они выбрали Медведева, хотя они его сами унижают и оскорбляют, и смеются над ним, но тем не менее они отправили с посланием Си Цзиньпинь для лидера Китая, для того, чтобы тот хотя бы согласился на телефонный разговор с Путиным. Потому что по некоторым данным было несколько попыток, буквально 3 недели назад была последняя попытка созвониться с Си Цзиньпинем, но канцелярия, китайский МИД ответил, что сейчас нет времени поговорить. У Си Цзиньпиня нет времени, он очень сильно занят китайскими проблемами и с Путиным говорить не хочет. Поэтому у них там очень ситуация. А Китай, кстати, требует по некоторым тоже данным, к сожалению, неофициальным и не подтвержденным, но есть информация, что Китай требует от России конкретный план окончания этой войны с конкретными датами. Это очень интересный подход со стороны Китая, потому что Китаю надо толкать свои товары, надо развивать экономику. У них на носу огромный кризис. И если они сейчас не найдут себе рынки сбыта и не начнут зарабатывать деньги, валюту, то у них могут возникнуть большие проблемы внутри страны в качестве экономического и финансового кризиса. А тут война в центре Европы. И все друг от друга закрылись и загородились. И куда Китаю со своими товарами деваться? Поэтому Китай давит на Россию. Посмотрим, какие последствия будут этого визита. И еще одну такую. Тот же институт изучения войны говорит, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы для создания мощностей значительно сократились после полномасштабного вторжения России в Украину. Также учебный потенциал армии и вооруженных сил России, вероятно, уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что Кремль использовал инструкторов для участия в боевых действиях в Украине, чем значительно ослабил их возможности. То есть все, кто умел воевать, все уже воюют здесь. А кто там будет учить мобилизованных? Поэтому, кстати, наверное, видите, как совпадает пазл, складывается, что поэтому мобилизованные бунтуют в этих полевых лагерях, что с ними никто не занимается. А некому заниматься. Все ушли на фронт, как в годы революции. Райком закрыт, точнее в годы Второй мировой. Райком закрыт, все ушли на фронт. И заколотили досками двери. Вот то же самое здесь. Все учебки, а инструктора, те, кто обучал, они все уже на фронте.
Вот такая вот ситуация. Это, кстати, к разговору о том, что вероятность того, что на конец января будет готова 200-тысячная группировка, вызывает довольно много вопросов. Ну, в принципе, 200 тысяч они, конечно, может быть и соберут. И даже переоденут и вооружат стрелковым вооружением. А вот на какие танки они их посадят, на какие бронемашины они их посадят, где они возьмут боеприпасы к артиллерии. И, ну, артиллерию, может, они поснимают с хранения, еще даже отремонтируют. Но где они возьмут к ней боеприпасы? Или будут снимать артиллерию, которая была там, в 70-х, 60-х, может быть, времен Второй мировой войны. Я все никак не дождусь, как офицер-артиллерист, когда же появятся на поле боя 85-миллиметровые пушки. Д-44, там, типа Д-48, танки Т-34-85 миллиметров пушкой. Вот. Ну, потому что к ним боеприпасов там очень много, поверьте, очень. 76 ЗИС-3, вот, тоже к ним боеприпасов очень много. Вот, потому что такие снаряды современным системам у них заканчиваются, они тоже воюют с колес. Ну и в завершении рубрики военно-политические новости не могу не пропустить. Знаете Кузю, да, достославный Кузя. Это тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Горит в очередной раз, очередной пожар, это, по-моему, 3-й или 4-й уже пожар на борту этого крейсера. Он стоит в Мурманске на заводе «Звездочка» в ожидании ремонта. Ремонта он ожидает после сирийского похода. После сирийского похода его поставили в сухой док, чтобы подремонтировать, но потом резко решили вывести из дока. В результате док утопили, плюс упал кран с этого дока и пробил палубу этого крейсера. После этого на крейсере случился пожар в топливном отсеке. После этого на крейсере Мурманская прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту тырения цветных металлов, то есть там сам экипаж вырывал кабеля там, десятками метров и тащил их сдавал их в цветмет в качестве металлолома. То есть он сейчас там стоит привязанный к пирсу, и каждый год его ремонт откладывается, потому что нет денег. Но опять пожар на нем случился. Там очень холодно, говорят. Там только топятся обогревается с помощью электрики, только те отсеки, в которых там несут они службу и живет какая-то часть. Ну там они не постоянно живут, я так понимаю, там наряд, который на нем есть, он живет. Так вот он горит. Но в чем как бы трагизм ситуации, именно трагизм ситуации этого крейсера в том, что Россия не может его порезать на металлолом. По большому 84 года постройки. По большому счету, причем у него очень дурная слава. Как говорят, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Но я не в названиях. Дело в том, что этот самолет этот крейсер с первого дня своих испытаний терял самолеты. Буквально в первый же испытательный полет экипаж разбился. Когда взлетали именно с этого крейсера, когда его как авианесущий испытывали. В Сирии он тоже потерял 2 самолета. Один по причине не смог попасть, упал с палубы, не смог остановиться, а второй там техническая причина самолета. Но сам факт, отказ двигателей, там экипаж погиб, они упали в Средиземное море. Но сам факт, что и сколько пожаров, технически неисправен, дымил на весь мир, до космоса, до стратосферы достал этот черный дым. Вся Европа была в шоке, когда он шел. Ему не хватило топлива от Мурманска до Сирии, до Средиземного моря. Он там где-то на Мальте, они его заправляли. Вот. Но они его не могут разрезать, потому что если они его разрежут, Российская Федерация не имеет ни одного авианосца. Они благодаря вот этому крейсеру, что он стоит привязанный к пирсу, они гордо бьют себя в грудь и говорят, что у России есть авианосцы. Но забывают уточнить, сколько и каких. А это адмирал Кузнецов, достославный Кузя. Ну что ж, горит, в очередной раз горит. И у нас остается, на этом военно-политический блок мы заканчиваем. И у нас остается с вами комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И сегодня прозвучат они следующие. Привет из Калининграда. Скорейшего мира всему вашему мужественному народу. Вот такой вот
Большое спасибо за информацию. Мы вас смотрим каждый день на острове Маврикий. Слава Украине и героям слава. Довольно далеко вы забрались. То, что сейчас делают россияне в Украине, расчищая ее от местных жителей, напоминает мне 1972 год в Литве. В протест захватнической политики, тогда Советского Союза, в балтийских странах Рома Скалана сжег себя в центре Каунаса. Это второй по величине по-настоящему литовский город в Литве. Каунас — это наша вторая столица. Каунас — это Жальгирис. После репрессий в Каунас стали переселять жителей из России. Им отдавали квартиры, которые местные жители ждали несколько десятилетий. Вы можете себе представить, как мы их ненавидели. Но ничего с этим не могли поделать. Но они приезжие старались не высовываться, быть невидимками в общественных местах, в общественном транспорте, в магазинах, разговаривали шепотом. Я как раз в это время училась в Каунасе, поэтому сама видела своими глазами. Так что они и теперь ничего нового не придумали. Геноцид в отношении народов и народностей в Советском Союзе просто процветал. Почему, кстати, Сталин получил прозвище «Отец народов»? За то, что он любил он считал, что они селекционируют этим смешением кровей, селекционируют и выводят, как говорил еще Ленин, новый тип советского человека. Что это за тип, мы до сих пор понять не можем. Как всегда из Венеции. Вчера смотрели репортаж итальянского журналиста Клаудио Люкателли. Он военный журналист из нашей области Венетто. Кстати, одной из самых активных в промышленности Италии. И тоже в прошлом связанной с Российской Федерацией. Вчера их обстреляла артиллерия России. Они были в нейтральной зоне, где не было военных ни одной из противостоящих сторон. На машине написано «Пресса» со всеми опознавательными знаками. И их обстреляла артиллерия Российской Федерации. В Италии показали это все по новостям. Один из случаев нарушения всех прав и всех конвенций. Кстати, я должен обратить внимание, что российские военные наоборот гоняются за словом «пресса». Если они видят «пресса», они стараются убить журналистов. Или хотя бы их как минимум прогнать своим огнем, огневых средств, прогнать их там, где они их обнаружили. Они очень боятся распространения правды о тех зверствах, фашистских зверствах, которые они ведут на оккупированных территориях и на захваченных территориях. Здравствуйте, хочу поделиться следующим. Я служил в украинской армии в 1996-98 годах в морфлоте. Наш командир рассказывал нам, что когда он еще был курсантом, ему повезло побывать за границей в Англии. Там он купил журнал. А в этом журнале был первый новейший на то время советский атомный крейсер. В разрезе со всей информацией про него, команда, вооружение, мощность реактора. И когда он выезжал обратно в Совок, то на границе у него забрали этот журнал, обосновывая это тем, что информация в этом журнале является секретной. То есть для советских людей секретная, а на Западе об этом крейсере знали все. Кстати, матросов, служивших на этом крейсере, не отпускали в увольнение на берег в течение всей срочной службы. А после дембеля они не имели права выезжать за рубеж. Уверен, что советская пропаганда в то время писала что-то типа «аналогов нет». Что я этим всем хотел сказать? Ничего нового российская пропаганда не придумала. Когда говорили о силе российского оружия, секретных заводах, о засекреченных танках, армата и суперракетах, россиянам и дальше рассказывают о них, о их величии и мощи. Таким образом продолжают зомбировать мифической силой русской армии, когда на самом деле это всего лишь фейк. Слава Украине! Вы еще забыли, что люди, служившие на таких кораблях, давали подписку о неразглашении. Так же, как и подписку о невыезде за границу в определенный срок. Так что да, многие секретность соблюдалась очень жестко. Хотя на Западе действительно разведка это все публиковала в открытых источниках.
Война это варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищает свою родину. Слава Украине и ее мужественному народу. Привет из Азербайджана. Здоровья, сил, терпения, защиты и скорейшей победы Украине. Перемога буде за вами. Вот так. Большое спасибо за вашу работу. Слава вооруженным силам Украины. Привет из Финляндии. Спасибо за информацию. Мы уверены, что Украина победит этих нелюдей. И те, кто останется там в живых, будут влачить жалкое существование. А Украина будет процветать и свободно развиваться. Кстати, судя по флажкам, это приветствие из Израиля. Ну, Израиль всегда знает, о чем они говорят. Они в состоянии войны уже столько лет, сколько существует их страна. Перемога за Украиной, Литва с вами и весь цивилизованный мир. Добрый день, привет из Казахстана. Слава Украине, героям слава. Будем надеяться на удачные переговоры и самый благоприятный исход визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Первый месяц после начала войны моя жена, русская, проплакала. Путин растоптал все лучшее у русских. Моя мама, которая живет сейчас в Подмосковье, на мой рассказ в марте о ситуации на фронте сказала: если все это правда, то как с этим жить? Там многие так и живут, в подсознательном отстранении от катастрофы, которая уже произошла. Маме далеко за 80. Сейчас и сестра, и я скрываем от нее правду о войне. Не обсуждаем. Она не переживет. Вот такая вот трагедия. Добрый вечер. Мы из Санкт-Петербурга. Слава доблестным защитникам своей родины. Слава героическому народу Украины. Победа будет за вами. Интересно, как быстро будут переобуваться все зомби и патриоты Путлера. Свободу здравомыслящему народу России. Привет из Ирпеня. Пережили 57-часовой блэкаут. И знаете, привыкли к темноте. Вчера при свечах, в свитерах и жилетках, в меховых тапочках начало нравиться. Достали настольные игры. Некоторые изготовили своими руками. Играем в слова, вырезаем снежинки из бумаги. Поем песни. Когда замерзаем, начинаем играть в догонялки, прятки и делаем зарядку. Кто какие упражнения придумает. Это очень нравится взрослым и деткам. Домино, уно, лото, найди предмет, кто построит фигурки из подручных средств и отгадает их. Назови все, что зеленого или красного цвета и другие развивающие у детей мышления. Гаджеты уходят в сторону. Так что не дождетесь. Ну, это точно, не дождетесь. Спасибо за информацию. С февраля месяца болеем за Украину. Каждый день мониторим новости и следим за событиями. До сих пор в шоке от того, какое мерзкое нутро многих наших соотечественников скрылось с начала войны. От милитаристского угара в России уже просто тошнит. Страна катится в ад. И сумасшедшие деды пытаются забрать с собой остальных. Но надеемся, что Украина обломает им зубы. С наилучшими пожеланиями из Москвы. Привет с Кубани. Ну, кстати, флажок Украины и приветственная рука. Ну, Кубань була колись Україною. До сталинского передела границ это были кубанские казаки. Все станицы говорили только украинскую мову. Украинцы, вы непобедимы. Привет из России. Вы победите путинизм. Спасибо за работу и спасибо всем людям, которые оказывают поддержку Украине. Будь то финансовую, военную, гуманитарную или даже моральную. Верим в победу вооруженных сил Украины над всеми оккупантами и выдворение оккупантов с территории Украины. Слава Украине! Слава Украине, Латвия! Ну и тут вот по поводу гражданства, помните, да, что не могут восстановить документи, так вот написали такой коментарій. Треба звернутися до суду з заявкою про встановлення факту підтвердження особи та факту періоду проживання в Україні, двох свідків,
суд приймає рішення і далі заяву на отримання виду на проживання. А якщо більше 5 років, то і право на громадянство. Вот так вот через суд можно без восстановления документов решить проблему проживания в Украине. Слава Украине! Привет из Оттавы, Канада, сам из Белоруссии и позднее из Израиля. Помогаем украинцам здесь здесь и переводами. Ответы Блиц понравились. Поражает бюрократия с гражданством и воровством. Желаю Украине победить в войне против России и против коррупции у себя дома после войны. Иначе очень обидно. Нам тоже. Вот такие вот приветствия прозвучали в сегодняшнем видео. Это, еще раз говорю, вторая часть. Я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельная благодарность спонсорам канала и тем, кто поддерживает канал. Спасибо вам большое за поддержку. Благодаря ей у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам України. Перемога буде за нами. Слава Україні!